Готовлю торт-медовик с лимонным кремом, в основе которого я использую творожный сыр. В этом торте гармонично сочетаются воздушные медовые коржи и лимонный крем-чиз. Вкус медовика выдержан в советских традициях. Большой плюс данного рецепта в том, что готовить этот торт я буду без раскатки коржей, что в значительной степени упрощает способ приготовления и сокращает время изготовления коржей. В сотейник с медом всыпаю соду. Нагреваю мед, чтобы он хорошо закипел, а сода растворилась. Как только мед стал приобретать янтарный оттенок, убавляю огонь и карамелизую, помешивая в течение примерно 1 минуты. Добавляю прохладное сливочное масло, выключаю плиту и вымешиваю сливочное масло в горячем меде, чтобы оно полностью растворилось. В яйца всыпаю сахар и соль. Вымешиваю на высоких оборотах миксера, чтобы яйца стали пышные. Не прекращая вымешивание миксером, вливаю теплый сироп во взбитые яйца. Если остатки яичной основы остались на стенках чаши, просто снимите ее силиконовой лопаткой и продолжайте вымешивать. Всыпаю сразу всю муку, перемешиваю сначала миксером, не включая его, чтобы мука не разлетелась в стороны. Затем включаю миксер на средние обороты и перемешиваю до однородности. Вот такое гладкое, без крупинок медовое тесто получилось. Медовое тесто равномерно распределила по 2 формам, выстеленным пекарской бумагой. Формы с тестом убираю в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 35 минут. Выпеченные бисквиты оставляю на решетках до полного остывания. Для крема в сгущенное молоко добавляю сок и цедру 1 лимона. Перемешиваю, убираю сгущенную основу в холодильник. Холодный творожный сыр тщательно перемешиваю миксером. Добавляю прохладное сливочное масло и перемешиваю, чтобы сливочное масло основательно вмешалось в творожный сыр. Порционно в 2 приема вливаю сгущенную основу в крем и после каждого добавления тщательно перемешиваю миксером. Вот такой мягкий и при этом однородный без крупинок крем-чиз получился. Убираю творожно-сливочный крем в холодильник. Для приготовления сиропа в кипяток добавляю сахар и перемешиваю. Готовый сироп убираю в холодильник. У остывших медовых бисквитов снимаю тонкие шапочки с помощью ножа. Обе шапочки убираю в теплую духовку для просушки. Оба медовых бисквита разрезаю пополам. В итоге получилось 4 бисквитных коржа. На поверхность подложки для сборки торта наношу немного крема для устойчивости. Выкладываю первый медовый корж срезом вверх, пропитываю сахарным сиропом. Выкладываю часть крема и осторожно распределяю крем палеткой по площади коржа, формируя бортик, чтобы при сборке торт имел ровную форму. Накрываю вторым медовым коржом и таким образом собираю торт. При сборке торта очень важно, чтобы крем и сироп были холодные. Если по какой-то причине крем получился слишком мягкий или отслоился, данный медовик можно собрать в кольце или подходящей форме. Закрываю торт последним медовым коржом. Сверху устанавливаю доску, фиксирую доску на торте, чтобы немного уплотнить его. Пропитываю последний корж сахарным сиропом. Сверху выкладываю оставшийся крем и распределяю крем по всей площади торта палеткой. Если в наличии нет палетки, распределить крем можно шпателем, лопаткой или ножом. Окончательно выравниваю и убираю готовый торт в холодильник до следующего дня. Медовые шапочки хорошо подсохли и готовы к работе. Разламываю медовые шапочки в блендер. Если нет в наличии блендера, перетрите оба коржа скалкой, чтобы получилась мелкая крошка. Пробиваю. Обсыпаю осторожно торт крошкой, начиная с боковины, и фиксирую крошку к крему, чтобы она не осыпалась. Распределяю медовую крошку сверху торта. Фиксирую крошку шпателем, палеткой или ножом. Медовый торт получился невероятно мягкий, с насыщенным вкусом меда и сливочного лимонного крема. Это отличный выбор для всех любителей медовых тортов и медовой выпечки. Лимон отлично дополняет и подчеркивает этот десерт, освежая его. Торт подходит как для торжественного мероприятия, так и для чаепития дома. Приятного аппетита!